Так, сегодня я покажу вам хук-гайд систему в Миллиастре. Так, первый у нас это хук, который притягивает сундук к игроку. Дальше у нас идет хук, с помощью которого можно убивать либо мобов, либо игроков. И хук, который активирует какие-либо интерактивные объекты на карте. И так это все у нас выглядит, работает. Вот еще раз продемонстрирую. И перейдем с вами к подготовке к созданию этого хука. Вот мы с вами имеем создание префабов. Вот я использую вот такие вот хуки в нашей системе. Также вы можете использовать какие-либо инструменты уже готовые, чтобы не создавать свои модельки хуков. Для примера, вот мы используем 3 такие модели под разные способы. Сейчас покажу, как быстро сделать нам нужную модель. Используем мы для этого пустую модель и добавляем нужное нам оружие или инструмент с помощью декораций. Объясню, почему так делается, пока настраиваю. Это делается потому, что по стандарту у нас запуск модели идет по оси Z, то есть горизонтально. С помощью декораций мы как угодно можем переворачивать модель, не меняя саму ось. Так, теперь мы выключаем коллизию и добавляем Basic Motion Device, а также Collision Trigger. Я объясню, почему не On Hit Detection чуть позже, когда мы будем настраивать сами ноды нашей логики. Настраиваем, ставим зону, подгоняем ее под размеры нашего копья. Чуть-чуть вот наконечник не попадает. Вот. Все идеально. Не забываем сохранить. Выходим. Так вот, для сравнения, у меня моя точно так же выглядит, только чуть съехала коллизия сама. Так вот, сейчас я перетяну ее немного. Вот у меня абсолютно точно так же она выглядит. Все, вот показал вам, что у нас одинаковые коллизии. Так, дальше нам нужно подготовить префаб самого игрока. Если быть точнее, модели игрока. Мы должны добавить туда Global Timer. Как только мы его добавили, переходим в третью вкладку создания самого скилла. Ну, какое угодно название, удобное вам. Так, дальше настраиваем. Тут настраиваем кулдаун скилла, то есть условно там 5 секунд у вас будет. И переходим в аниматор Editor. Тут мы должны добавить анимацию, которая будет проигрываться во время воспроизведения вашего скилла. То есть, ну давайте возьмем для примера вот эту. Вот так ее посмотрим и обрежем как нам надо. Так, вот это мне не очень нравится. Я это, наверное, как было. И просто ставлю полноценную анимацию, просто обрежу ее вот на моменте самого броска. Так, теперь нам нужно перейти в наш создатель нод, выбрать клиент ModGraph Explorer. Создать тут ноду. Называть ее как нам удобно будет. И открыть ее. Так, у нас теперь есть NodeGraph Starts, и мы добавляем Notify Server NodeGraph. Прописываем сообщения, которые будут уведомлением. Это нам пригодится для последующей проверки. И добавляем его в конец анимации. Теперь мы саму анимацию обрезаем, как мы хотим. То есть вот здесь конец где-то у нас будет.
И мы обрезаем ее. Вот. Теперь это выглядит вот так. Все, сам скилл у нас теперь тоже готов. Теперь мы можем перейти к созданию самой ноды. Вот так она в целом выглядит. Мы используем ноду when_skill_not_is_code, когда мы вызываем скилл. Потом мы из этой ноды получаем вектор, куда смотрит наш персонаж. Мы его запоминаем. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы при возвращении хука мы могли двигаться, и он вернулся строго в ту точку, откуда он был запущен, а не начал куда-то улетать. Потому что хук запускается относительно позиции персонажа. Мы это запоминаем в node_graph переменную и подаем дальше в double branch. Тут у нас находятся все наши расчеты 3D векторов. И вот наша проверка equivalent, сравнение. Тут мы сравниваем с вами как раз таки тот сигнал, который мы прописывали в прошлой ноде. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы если у нас несколько скиллов, они не запускались друг с другом вместе. И для этого мы это делаем эту проверку и подаем ее в double branch дальше. Тут мы получаем из caller entity все наши, entity самого игрока, запускающего этот скилл, для того, чтобы получить его координаты. Дальше мы создаем снаряд, записываем туда ID-шник нашего префаба созданного. В моем случае это вот это копье. Я использую. Вот тут мы получаем локацию и угол поворота нашего персонажа. Вот все эти ноды, все они идут из caller entity. Абсолютно. То есть entity самого персонажа. Тут мы также достаем вектор, куда смотрит наш персонаж при запуске этого скилла, который мы записывали с вами. Поднимаем немного от уровня ног, чтобы он вылетал примерно из уровня рук. Так, тут мне надо поменять, вот как раз таки о том, о чем я вам говорил, тут я меняю сейчас на нули наши координаты. Потому что хук мой летит изначально не так, как надо. И чтобы такого не было, и вам не надо было менять что-то, я показал вам, как сделать так, чтобы таких проблем у нас не было. Дальше у нас идет, мы достаем наш вектор и умножаем его на скорость, для того, чтобы получить скорость полета. Вот для вот этой Uniform Basic Linear Motion Device. 28 это наша скорость, то есть с которой он будет лететь. Тут мы ее настраиваем. Дальше у нас идет после double branch set character skill KD. Для чего нам это надо? Нам это нужно для того, если мы используем aiming skill, он уходит в КД в момент нажатия, а не когда он отпускается. И таким образом мы перезаряжаем КД. То есть игрок может зажать скилл, 5 секунд его держать, отпустить и нажать его еще раз. Но в любом случае, если мы aiming модуль не используем, мы просто не добавляем эту ноду. Дальше по созданию projectile мы записываем переменную с entity самого владельца, который запускает. Нам это в дальнейшем пригодится для еще одной проверки. В target entity подаем созданную нашу объект наш созданный, название ovner, и в ovner передаем variable value, мы передаем entity самого. Дальше мы создаем переменную для самого хука заспавненного. Также, чтобы сохранить его entity. Дальше мы создаем саму логику полета. У нас он будет лететь прямо. Название любое, передаем созданный наш объект с помощью снаряда. И название длительность ставим любую, потому что это не будет иметь никакого значения, потому что мы дальше это меняем. Так, значит, запускаем 3 глобальных таймера. Да, перед этим нам нужно их создать.
заходим в таймер менеджмент и вот тут создаем 3 таймера. Вот их название. Почему мы используем такую длительность? Длительность первая, это через сколько он начнет замедляться. 0,4 секунды полета. То есть через 0,4 секунды он начнет замедляться у нас. Дальше, через еще 0,4, в сумме 0,8, он начнет возвращаться. То есть пролетит он вперед 0,8 секунд. И еще через 0,8 он уничтожится. То есть он пролетит 0,8 вперед, 0,8 назад и уничтожится. Так, и первая логика, когда первый наш таймер срабатывает. Тут он начинает замедляться, мы проводим проверку, что это сработал таймер замедления, и передаем entity нашего хука в ноду, которая отвечает за замедление. Вот. Тут ставим опять же таки любое название, любая скорость, и velocity вектор мы получаем как раз таки из нашей сборной ноды вот этой. То есть вот наше замедление, у нас замедление с 28 до 10. Дальше у нас второй, это возвращение. Все то же самое, проверка на название. И вектор у нас скорость в той же сборной. Минус 20 вот это. То есть он со скоростью 20 будет лететь назад. И последний таймер, отвечающий за уничтожение. Тут мы устанавливаем, что хита не было для будущей проверки. И уничтожаем наш хук. Объясню, почему мы делаем в конце hit no. Потому что перед уничтожением хит обнуляется. То есть он пролетел, попал в кого-то, и перед уничтожением он обнулится. Это мы делаем для того, чтобы, допустим, в уровнях, где мы будем получать очки за это, 2 раза очки не засчитывались. Ну, в целом, вот у нас логика полета готова. Сейчас я разберу эти ноды и покажу, как это выглядит без композита. Это выглядит немного странно и крупно, но опять же таки, вот, все наши 3D-векторы, все координаты наши, вот как это все выглядит. В целом ничего страшного тут нет, я выложу эту карту, вы сможете ознакомиться с этими нодами поближе. Теперь нам нужно добавить на самого игрока, модель игрока, чарактера, вот эту ноду, созданную нами, потому что это скилл наш. И перейдем к самой логике убийства. Так, мы используем When Entering Collision Trigger для того, чтобы определить, когда копье наше попадает по кому. Тут мы проверяем тип объекта, по которому мы попали. Мы делаем либо игрока, либо создание. То есть, допустим, мы хотим убивать только созданий, но не игроков. Поэтому мы делаем проверку на создание. Всякие мобы и так далее. Target Entity мы получаем из входящего в зону триггера. Дальше у нас это первая проверка. Вот Double Branch уходит. Дальше у нас идет вторая проверка.
проверка на овнера, чтобы хук наш не убивал же нас, если мы убиваем игрока. И, то есть, он проверяет, попал ли хук по овнеру. Если нет, он продолжает логику дальше. И третья логика у нас, проверка, это проверка на попадание. Если он уже попал по кому-то, она не сработает. То есть Double Branch у нас дальше выходит, идет через No. И сразу же идет прописка переменной о том, что хит был. Меняя variable value на yes. Так, дальше у нас идет уничтожение самого объекта, в который мы попали. И я сделал проигрывание звука при попадании, чтобы добавить хоть какой-то импакт к попаданию. Тут мы получаем нашего игрока, который попадает из овнера переменной. В целом все, вот наша логика, мы добавляем на копье. У нас все готово. Сейчас вам продемонстрирую, как это выглядит в игре. Именно с копьем. То есть вот мы подходим, получаем, убиваем, звук проигрывается, моб умирает. Еще раз. Вот. Все замечательно у нас. С остальными двумя логиками в целом все так же. Я не буду показывать, как создавать еще раз логику полета, потому что она используется точно такая же. Абсолютно, один в один. Мы меняем только логику самого попадания. То есть вот сейчас я очищу зону всю. И открою вам, покажу, продемонстрирую логики полета. То есть вот у нас hook move. Абсолютно точно такая же логика полета. А вот сама по себе логика попадания. Тут она немножко отличается. В целом все то же самое. То есть проверка на овнера у нас такая же, только тут отличается у нас проверка на объект. Мы передаем on-hit entity объекта в проверку по entity листу. Мы получаем unit tag объекта, в который мы попали, первый попавшийся. То есть первый это единственный у нас, который прикреплен. Почему 0? Потому что тут у нас 0 это первый самый получается. А зачет начинается не с единицы, а с нуля. И дальше мы идем проверку на unit tag. У нас должен быть на нашем объекте прикреплен unit tag. Вот, сейчас продемонстрирую, что мы можем двигать этот объект. Это вот первая проверка у нас. Если все хорошо, у нас переход ко второй проверке по овнеру. Не попал ли он по овнеру этот хук. И Activated Fiction Point Motion Device. Тут мы прописываем название любое. Movement Not Uniform Linear Motion. Скорость, ну, на ваше усмотрение. Target Location мы получаем как раз таки вот Entity Овнера и передаем локацию в Target Location. Он будет лететь прямо к нашему игроку. Ставим Fixed Time и Motion Time 0.7. На 0,1 секунду меньше, чем летит сам хук обратно. Также хочу дополнить, что для этого на нашем объекте, который мы притягиваем, должно находиться Basic Motion Device. Также, кроме Basic Motion Device, нам нужно создать Hardbox на каждом из наших объектов, иначе попадание регистрироваться просто не будет. Создаются они в Combat пресетах. Так, и сам хук Activate. Все то же самое, только у нас чуть отличается проверка и дальнейшие действия. Так, проверку мы получаем и сравниваем как раз Unit Tag уже с активационным предметом нашим. Дальше у нас такая же проверка на овнера, все то же самое. И тут я немного изменил. Если мы попадаем не в объект, который мы можем активировать, хук у нас уничтожится. Для чего это сделано? Для того, чтобы игроки не могли абузить активацию через стены. Ну или для каких-то
загадок, сложности. То есть мы можем добавить вот такой вот камень, который будет кататься влево-вправо перед объектом, который нам нужно активировать, мешая игроку попасть. Опять же таки, это на ваше усмотрение. Если вам это не надо, вы удаляете просто эту ноду. И сундуком также, если вам нужно, вы добавляете ее. Дальше такая же проверка на овнера и ставим пресет статус. То есть пресет статус у нас отвечает за нажатие самой кнопки визуальной. То есть вот. 1 она вдавливается. Вот так, по таким углам покажу. 0 она обычная. Дальше у нас проигрывается временный эффект. То есть какой-то импакт тоже, что мы видели, что мы активировали. И активируется Fixed Point Motion Device, который откроет наши ворота. Получаем мы entity самих ворот с помощью, опять же таки, unit тега. Забираем первые ворота и проигрываем на них нашу логику. То есть вот мы забираем первые ворота. Тут мы опять же таки прописываем все, что мы прописывали на воротах, которые у нас находятся в игровой зоне. Вот так это выглядит. В целом, все. У нас готово 3 логики для 3 разных ситуаций, которые можем использовать в наших уровнях. Я выложу карту, на которой будут все объекты, в том числе мои хуки кастомные, которые я делал. И вы сможете их использовать для обучения. Спасибо, что просмотрели. Всем удачи. Всем пока.